We're going to talk about applied kinesiology. Значит, мы будем говорить о прикладной кинезиологии. There's two parts to it. Весь разговор фактически двоякий. The first part is we use muscle testing as a diagnostic Ну, tool. во-первых, надо сказать, что в прикладной кинезиологии мы используем мышечное тестирование как диагностический инструмент. And the second part, we use integrated muscle therapies to treat patients. Но, во-вторых, в лечении пациентов мы используем интегрированные мышечные подходы. Trying to find what the patient actually needs. Пытаясь сначала понять, что по-настоящему нужно пациенту, кто балуется совсем. Еще есть стул здесь, стул там, стул. Try to do a workshop here where you get to use this material. Ну, давайте превратим наше занятие действительно в мастерскую, чтобы потом вы могли начинать использовать предоставляемый вам материал. Is there anyone here with any kind of upper extremity problem? У кого-нибудь есть проблемы с верхней конечностью, любого свойства? Haven't described this problem. Рассказывайте, на что жалуетесь? Боль, ограничение подвижности в правом плечелопаточном Pain and сочленении. restriction in the thoracoescapular junction on the right. Anything else? Еще что-нибудь или это все? Ну, практически все. That's it. Practically. Practically. Ограничение без боли? Боли и ограничения в правом плечелопаточном сочленении, грудолопаточном сочленении. Плечелопаточном. Плечелопаточном. Да. So, scapula and GH mainly. And GH, Ну, плечевом суставе, да? So really in the shoulder. In the shoulder. Okay. Relax. Расслабьтесь. So this looks like more of an orthopedic problem. Проблема в большей степени похожа на ортопедическую. Now you see the range of motion that he has. Видите, какой объем движения доступен? Good. Тут хорошо. Okay. Now. Pain? Больно? Yeah. Okay. Тут. Yeah. No. Da. Da. The most common cause of discomfort, pain in this area Наиболее распространенная причина дискомфорта или боли на указанном участке is when the clavicle and the acromion process become partially separated. это утрата стабильности в сочленении ключицы и акромиона, акромиального отростка лопатки. When a ligament becomes stretched, Когда связка растягивается, you usually find a weakness of a muscle. как правило, сразу обнаруживаем мышечную слабость. Сопротивление, удерживайте руку. Like this. Вот такую слабость наблюдаем. But if I approximate the joint, А вот теперь смотрите, если соединю плотнее акромион с ключицей, it'll change the strength of the muscle. сразу меняется мышечная сила. Now, so he has a problem here in the shoulder, Итак, значит, проблема с плечом действительно есть. which usually will be an instability of the scapula and the clavicle. Обычно мы наблюдаем нестабильность и ключицы, и лопатки. Кверху рукой сопротивляйтесь, пожалуйста. And that's a test for the serratus, Сейчас тестируем зубчатую мышцу. which is weak. Она слабая. And, no. По направлению большого пальца сопротивляйтесь. And the subclavius. И подключичная. Good. He should have pain here. Вот тут наверняка болит. And strain of the muscle here, of the И serratus. здесь наверняка с мышцей проблема. Too bad. Да, знаю, что больно. No. Push up. Кверху рукой. Now, there was a professor in Massachusetts who found that if you do an isometric for the muscles that do the same thing as a ligament,
you can help to shrink the ligament. Значит, фактически, одно из исследований одного профессора в Массачусетсе показало, что если изометрически восстанавливать мышцу, восстанавливается и растянутая связка. He was working with football players Он работал с футболистами, with strains of the medial collateral ligament. у которых очень часто страдали медиальные коллатеральные связки. And so we had him do isometrics with the adductors. Он им рекомендовал изометрические упражнения для приводящих мышц. And he speeded the recovery. И восстановление связок существенно проходило быстрее. And it's a technique that you can use anywhere that the Причем эту ligaments have технику become можно stretched. использовать абсолютно на любом участке тела, если связка повреждена. So we use it. Поражена, вернее. То есть нет нарушения целостности, но есть поражение. Лучше? Не больно уже? Now, in the shoulder there's two types of entrapment. Ну и что, если говорить об ущемлениях в области плечевого сустава, надо говорить о двух типах. So when the humerus comes up, Когда плечевая кость поднимается, the humeral head has to be depressed, головка плеча должна опускаться. or it grinds against the tendon of the supraspinatus. Иначе головка начинает приводить к растиранию сухожилия надосной мышцы. Push up. Вверх So рукой сопротивляйтесь, we'll пожалуйста. test the supraspinatus here. Надосную потестируем. Push up. Вверх. And test it here, И вот в этом положении. and it becomes inhibited. Во втором тесте мы наблюдаем ее ингибицию, то есть ослабление. Now, the tendon of the long head of the bicep Сухожилие длинной головки бицепса, comes over the head of the humerus по сути, огибает головку плеча and helps hold it down when you're raising the arm. и помогает не подниматься головке плеча, когда поднимается рука. More people are coming. Where? Head of the bicep. Итак, еще раз возвращаемся к длинной головке бицепса. Push up. Вверх. Now, there was a paper back in the mid-1990s that said if you contract the Еще в muscle середине 90-х годов вышла статья, в которой было написано следующее. distally, Если вызвать эффект мышечного сокращения it can дистально, facilitate a proximal muscle. произойдет фасилитация проксимального участка или проксимальной мышцы. Now, in rehabilitation, you want to use that. В реабилитации обязательно надо прибегать к этому средству. If you have, a few years ago when I worked with AC Milan, Несколько лет тому назад, когда я работала с футбольной командой АЦ Милан, we had a player who injured his medial collateral ligament in February. один игрок в феврале повредил медиальные коллатеральные связки коленного сустава. He was operated on at the end of February. В конце февраля ему провели операцию. He was 36 years old. 36 лет футболисту. And they said if he could play by the 1st of June, И ему сказали, что если к 1 июня вы сумеете выйти на поле, he would be able to, they would hire him for another year or two. то его на год, то есть с ним на год или на два подпишут контракт. So, raise your leg. Держите ногу в этом положении. When I got there, they were trying to rehabilitate the quadricep. То есть, когда я увидела этого спортсмена, мы пытались реабилитировать четырехглавую мышцу. Push. Push. Сопротивляйтесь сильнее. Now, Туда, там есть стулья, поставьте, пожалуйста. I had him contract his foot. То есть, как только попросил его выполнить тыльное сгибание стопы, мышца усилилась. So, when you test muscles, you have to be careful what is happening Поэтому, distally. когда тестируете мышцу, обязательно обращайте внимание на то, что происходит с конечностью дистально. Now, we'll come back to this later, because that should be stronger. Потом вернемся, потому что мышца у вас должна быть сильнее. Now, the point here is, in his Смысл shoulder, вот в чем, если речь идет о плече. he has the weakness of the long head of the Значит, bicep. в данном случае мы наблюдаем слабость длинной головки бицепса. The usual cause of that are small adhesions or fibrosis of Чаще the всего tendon. причиной являются спайки или фиброзирование в рамках сухожилия. Now, if you free that, Если их устранить, push. сопротивляйтесь. Now the muscle fires. Мышца включается гораздо охотнее. Pull back. Назад руку. Go forward. Вперед. Против сопротивления. So I say to the patient, Я говорю своим пациентам, my job is to get it to work once.
Моя задача заставить мышцу заработать однократно. And then sometimes you have to program the muscle to work again. И порой требуется мышцу перепрограммировать для того, чтобы она снова заработала в полном объеме. Relax. Расслабьте руку. That's his shoulder problem. Вот и ваша проблема с плечом. Можно я пройду с кем как передам? Now he wants to go through and collect money for the performance. Видели выражение лица доктора? Push. Сопротивляйтесь. Этой ногой. Okay. There's a number of reasons why this muscle could not work. Есть целый ряд причин, по которым правая четырехглавая может быть неработающей. So the first thing, I palpate the muscle. Ну, во-первых, я мышцу пальпирую, прежде чем начинать с ней работать. This one's soft. Это мягкая, This is denser. а это плотнее. So I know it's been going on for a period of time. То есть понятно, что мышца страдает уже какой-то период времени. So I'll test the psoas, Тестирую поясничную, and it's also weak. и она тоже слабая. Now, so the odds are there's a problem potentially here in the spine, То есть фактически в данном случае можно предположить проблему с позвоночником. and we know approximately where it is because we know where the nerve supply is. Поскольку нам знакомы уровни иннервации, то можно заранее сразу предположить, какой уровень позвоночника поражен. Now we got two options. Значит, тут два варианта. We can have a problem with the nerve root, Может быть проблема с нервным корешком, or we could have something where there's a central protrusion of the disc. а может быть есть центральная протрузия диска. And if that happens, we'll have a weakness of everything below that И level. вот тогда мы получаем слабость всего, что находится ниже этого уровня. So, this tibialis anterior is strong. Which one? Tibialis anterior. Передняя больше берцовая, сильная. So, go back. Назад ногой сопротивляйся. This hamstring is strong. Задняя поверхность бедра сильная. So I would tend to rule out some central disc protrusion. То есть фактически делаем все для того, чтобы исключить центральную протрузию. Up. So when he pushes down, he takes his weight off of his То есть back, когда он на руках поддерживает отчасти вес тела, basically tractioning the lumbar spine. то есть фактически возникает эффект тракции поясничного отдела позвоночника. So now we know the approximate level in the spine where the problem is. Вот теперь мы уже практически наверняка можем предположить, какой уровень позвоночника поражен. Now, Просто согнитесь. I'm going to have him bend forward to open up the facets. Значит, заставляю наклониться вперед для того, чтобы разомкнуть фасетки в дугообручных суставах. And that strengthens it. И мышца сразу усилилась. Okay. Ничего. So now we know basically where in the spine the problem is. Вот фактически мы знаем, где в позвоночнике проблема. So he's a problem around L2, L3. Это, если не ошибаюсь, L2-3, That's causing him to lose the strength in his quadricep. что приводит к ослаблению четырехглавой мышцы бедра справа. And it's been there for a while because we have some degree of atrophy of the Но и раз muscle. уже есть определенная степень мышечной атрофии, можно предположить, что проблема не свежая. Now, there was a Japanese researcher named Isagai Значит, какое-то время тому назад было проведено исследование в Японии, who wondered why people develop the same problems over and over. и исследователи задались вопросом, почему одни и те же проблемы проявляются с завидной периодичностью. And what he found was that it changed the way you walk. Обнаружилось следующее: все завязано на том, как человек ходит. Now, we don't have the room in here to make him walk, Но нам, к сожалению, здесь не хватит места, чтобы заставить его походить. but there's a pattern of muscle inhibition that you'll find in someone who's had a Но problem во for a всяком period of time. случае, если проблемы рецидивируют, если они появляются с завидной периодичностью, мы обязательно обнаруживаем тот или иной паттерн ходьбы. People really desperately want to see him walking, maybe at least that way. There's no room for him to walk. Ну, кто очень хотел увидеть, как, что What's he делается gonna в do? ходьбе, к сожалению, места у нас тут нет. Мы же не пойдем вместе все в коридор, верно? Руки. But Сопротивляйтесь. if it's been there for a period of time,
Если проблема уже какое-то время в теле развивается, he'll be weak. то обязательно будет слабость. Down. Ложитесь, пожалуйста. And when you walk, this leg comes forward. Теперь смотрите, когда правая нога в шаге выносится вперед, This arm works. должна выноситься левая рука. And what you end up with is a pattern that goes through the whole body. То есть фактически возникает перекрестный паттерн, который охватывает собой все тело. Now, turn over. Живот, пожалуйста. So when this leg goes forward, this leg goes back. Значит, когда правая нога выносится вперед, левая уходит назад. Bend. Согните ногу. Pull. Сопротивляйтесь. Push up. Вверх ногой сопротивляйтесь. Versus Другой ногой. Для сравнения. so he's very strong. То есть тут все очень сильное. Локоть назад только. Сопротивляйтесь. Weak. Слабое. So his strength goes this way. Вот сила, по Weakness какому goes паттерну like this. распространяется, а слабость по другому лучу креста. So what you find as soon as a person has a chronic problem, То есть, как только у пациента обнаруживаешь хроническую проблему, you can even feel it in the muscle development in his более back. того, можно даже рукой провести по спине, чтобы увидеть, насколько неравномерно развиты мышцы. He has way more muscle here Гораздо больше мышц слева, and way less muscle on и this намного side. меньше справа. То есть больше мышечной массы слева и гораздо меньше справа. Difference in the size of the muscle. Размер мышц разный. Садитесь, пожалуйста. Okay. So he's not a shoulder. He's not a shoulder problem. То есть, по сути, это проблема не плеча. He's not just a lumbar problem. Это не просто проблема поясничного отдела позвоночника. He has a whole problem with muscle development throughout it. Это проблема комплексного мышечного развития в движении. Okay. Where? Где болит? Здесь. Мне не надо Если с кем-нибудь показывать. здороваюсь, очень больно. Не Тоже здоровьтесь. мою руку. Да, So, больно. painful on handshake. Здесь не очень. Don't handshake. Ну, не надо ни с кем за руку здороваться, раз больно. Hold. Держите. Hold. Держите. Okay. What's wrong? Что не так? What nerve does this? Это какой нерв? Ulnar nerve. Локтевой нерв. Okay. Where are the common places that the ulnar nerve could become Где trapped? локтевой нерв чаще всего ущемляется? Ну, или страдает. Гийом channel. This is strong, so it Смотрите, can't be here. безымянный сильный, значит, локти быть не может. But now we go here. Значит, вот здесь надо смотреть. So, put pressure against the pisiform in the hamate. На гороховидную кость надавливайте. Now he's strong. Вот и сильная. Now, let's go back. Давайте Okay. опять. Больно? Больно. Push. Давите. Okay. Больно? Как лечить? Что делать? How to treat? What to do? First, Во-первых, put your thumb here. кладите сюда большой палец, Do big circles. рисуйте кистью большие круги. Now, put your thumb here. Теперь сюда палец. Rotate. Ротация. Okay. Stop. Хватит. Hold. Держите. Okay. Now, what I do is I tape this together to support it. То есть бинтование для того, чтобы, ну или манжета для того, чтобы удерживать запястье. Now, what muscle goes here? Здесь какая мышца проходит? Pronator quadratus. Квадратный пронатор. So, make fist. Кулак. Hold. Локоть к себе. Fight. Держите. No strength. Никакой силы. So, I tape this to support it. Поэтому I вот так take для tubing поддержки and I have him exercise pronator quadratus to build the strength up to stabilize it. и заставляю его в условиях стабилизации тренировать квадратный пронатор. Now, if you put your Пару fingers here, недель. Поставьте вот так все пальцы put your fingers on your wrist. себе на запястье. Now, make a fist and relax. Теперь сжимайте палец в кулак и расслабляйте And you кулак. feel the bones move slightly. Чувствуете, как кости немножко расходятся? So I tape it
when it's strong like this, and when he relaxes it, it's not too tight. То есть фактически, как накладываете манжету Then he builds с it up. сжатым кулаком, а потом расслабляете, и манжета уже не сидит слишком туго. And that will fix it. И все постепенно, так все пройдет. Point to where it hurts. Еще раз покажите, где болит. Okay? Point. Еще раз пальцем. Don't move it. Замните. What is she pointing to? На что показывает пальцем? Длинную головку. Long head of the biceps. Back minor. Now she's pointing, she's not on the humerus. Она не на плечевой кости, She's here on the chest. а вот здесь на грудной клетке. Back minor. So she's pointing to pec minor. Малая So грудная мышца. the patient very seldom points to where the problem is. Okay? All referring there. It's okay. Usually where the patient will point to is the muscle that's shortened or one that's overcontracted. Значит, пациент обычно укажет на зону чрезмерно сокращенной или укороченной мышцы. They never point to where the weakness is. Никогда не покажет на то место, где слабость. She's not going to point to her quadriceps as a problem. Она никогда не покажет на четырехглавую мышцу, как на источник проблемы. You might look at her legs and see that the quadricep isn't that developed. Вот даже посмотрите на многие наши предыдущие модели. Четырехглавая мышца не очень хорошо развита. Done it? Okay. Первый один разглядывает свои ноги. Now she's looking at her own legs, studying them. This one's bigger, this one's Чувствуете, что smaller. правая больше, левая меньше? Just be careful when you tell a female that they have a different size gluteal Только muscle. когда будете, допустим, тестировать ягодичные мышцы, осторожнее говорите женщине о том, что у нее одна ягодичная плохо развита. If they're in the 20s, they start to cry. 20-летние обязательно заплачут. Now, Sandra? Now, you're dealing with, again, if you were dealing with somebody with a frozen shoulder, Но еще раз, если у пациента проблемы замороженного плеча, you can't test everything. там вы очень ограничены в тестировании. So, I'm going to find where she pointed to that hurt. Okay? Болит? Не сильно. Not much. Now, different. По-другому? Different. So all I'm doing is the same thing as I did before. Видите, делаю то же самое, что делал раньше. That's what the rhomboid would do. Вот фактически взял на себя функцию ромбовидной мышцы. I'm just pulling the shoulder straight back. Просто увел плечо назад. Now I'm going to press the shoulder down and back. Теперь опущу его вниз и назад. And it doesn't make a difference. That's what the latissimus would do. Это широчайшая должна была бы сделать. So now I have an idea where to start to look or to Но вот try to так get я something составляю working. представление о том, с чего начинать, что, скорее всего, не работает, а должно работать. Now, again, she has poor motion of the arm, Тоже плохо работает рука. but her scapula doesn't move that much. Но объемного движения лопатки нет. So, push back, Назад. push back. Назад. Good. So let's take, push back against my hand, Кисть сопротивляется силе. push back. Infraspinatus, Подосная. push back, push back. Now I'm going to push the first rib down, Опущу первое ребро. push back. Назад рукой. No. Назад. Now she has strength. Вот и сила появилась. So the suprascapular nerve many times gets overstretched Межлопаточный нерв очень часто перерастягивается, and can create inhibition of the infraspinatus. создавая ингибицию подосной мышцы. And if I feel her shoulder, the humeral head is half out of the socket on this side И с here. правой стороны наполовину головка плеча вышла из сустава. Больно, да? Не сильно. Not much. So far I've got indications of a rhomboid weakness and an infraspinatus То есть weakness. сейчас уже знаю, что есть слабость подосной и ромбовидной. Now, like I said, the suprascapular nerve comes across and then winds its way down.
То есть я уже сказала вам, что страдает лопаточный нерв. Он сначала идет, кажется, через плечо, а потом вниз. So let's try this. Давайте попробуем вот что. Take the person sitting next to you. С соседом. Okay. Put the arm in this position. Рука вот в таком положении у модели. Now, you don't push on the hand. You're going to be below the hand. И контакт руки вашей ниже кисти. And you're going to test like that. Ask the person to push back against you. Пациент упирается своей рукой вам в руку. And go ahead and put. You can't test yourself. Себя тестировать нельзя. Ну, понятно. Спереди залог придерживается. Now, if the muscle is strong, Если мышца сильная, push back. назад. I want you to have the person reach out in front of you. Just like this. Господа, если мышца сильная, руку пациент немножко выводит вперед, и вы ее снова тестируете. Pull your shoulder back a little. Теперь плечо назад. Reach out. То есть тестируете в нейтральном положении, а потом как будто пациент немножко тянется вперед рукой. Now. Reach out. Push back. А потом сколько еще времени? Столько же? Pull your shoulder back. Hold. Reach out. Okay. Okay. What I'm trying to show here is, Значит, я что пытаюсь вам сейчас показать? for example, Например, you have a mother trying to put the child into the car seat and they hurt their shoulder, they injure themselves. мать пытается посадить ребенка в автомобильное кресло и получает травму. If the rhomboids, if the mid and lower trap is weak, Если ромбовидно, если средняя и нижняя порция трапеции слабые, and the scapula moves too much, и лопатка выходит вперед слишком далеко, we can end up creating an inhibition of the infraspinatus, causing a shoulder injury. вполне может быть как следствие слабость подостной мышцы, а соответственно проблема плеча в будущем. And that's all we're trying to show here is that that's another way of Вот finding единственное, что я вам сейчас хотела показать, попросив выдвинуть руку вперед для повторного тестирования. how the person hurt themselves. То есть показать вам, как люди себя травмируют. You can't just test in one position. Нельзя тестировать мышцы только в одном положении конечности. But now they want to have a break so they can, right? Нам сказали, что перерыв, а потом продолжим. Слабо ромбовидный или нижняя и средняя порция трапеции страдает подостная мышца. What I'm looking for now is more of a problem in the arm. Anybody? Проблема неврологического свойства руки у кого-нибудь есть? То есть в большей степени с выраженностью неврологической симптоматики. I want something that people can try to do. Numbness. Numbness. Пожалуйста, выходите. Это не менее. Where? Где? Это правое плечо, Right shoulder. да, правое плечо, боль вот здесь, Pain и down онемение here. в указательном пальце. Только в указательном и не менее? Да, в указательном, но немножечко и в большом. Mainly in the index По finger. внутренней Index стороне. finger thumb. So she has a problem with the median nerve. Скорее всего, это срединный нерв, верно? Now, when you look at her, what do you see? Ну, просто взглянув на нашу, условно говоря, пациентку, что скажете? Что очевидно бросается в глаза? Да. Grab. Держите крепко. Его руку схватите запястье. Его запястье держите крепко. Okay. Цепляйтесь сильнее. Стойте вот так. Цепляйтесь. Up. Еще выпрямитесь, подтянитесь кверху. Цепляйтесь. Now,
Yet. Now, if you take the person sitting next to you, Теперь давайте друг с другом. put their thumb and little finger together like so. Вот так коротенько, значит, ваш партнер складывает, ваш сосед, по пальце чуть не сказал, складывает пальцы вот так. Take a broad contact, Теперь вы достаточно широким контактом располагаете свои пальцы. 3 fingers. По 3 пальца на одном пальце и на другом пальце. Now, pull gently apart and И test the strength. потихонечку разведите пальцы своего соседа. Потестируйте. Yeah. Look, Еще раз гляньте, пожалуйста, все. there is a portion of the ulnar nerve that comes across, and if you do this, you're going to catch ulnar nerve, ulnar nerve. What you're trying to do is to do median nerve, ulnar nerve, pulling apart. То есть фактически мы сейчас попробуем использовать срединный и локтевой нерв, потому что есть порция локтевого нерва, который проходит поперек ладони. Now, if it's weak when you do this, Значит, если тест показывает мышечную слабость, no. Take the carpal bones and approximate the carpal bones возьмите like this. кости запястья и немножко сожмите запястье поперек, чтобы сблизить кости запястья. Now, if it strengthens, you know that you have median nerve entrapment here. Значит, если происходит усиление, значит, есть ущемление или одного, или второго нерва, или срединного, или локтевого. Now, watch. Смотрите внимательно. Have the patient bend their fingers like so. Попросите пациента вот так согнуть пальцы. Now we're going to test flexor digitorum profundus, Будем тестировать глубокий сгибатель. like so. Вот так. And then we can do the ulnar А nerve, потом локтевой нерв. ulnar nerve, ulnar nerve, okay, ulnar nerve, median nerve. Now, if that is weak, you know that there's an entrapment above То есть, this если level. эти мышцы слабые, значит, можно сказать, что где-то в запястье ущемляется один или другой нерв. Okay? That should be strong when you do that. То есть мышцы должны оставаться сильными, они не должны ослабевать. Yeah. Okay. Now, you know that there's a nerve entrapment someplace. It can be in the neck, То есть нерв, как вам прекрасно известно, может ущемляться на разных участках в шее, under the pectoralis minor. под малой грудной мышцей, It can be at the elbow, в области локтевого сустава but you know it's not down here. или в области запястья. То есть, проводя тот тест, что я сейчас показала, вы можете исключить лучезапястный сустав. So, working up the arm, Поднимаемся вверх по руке, if we take and approximate the radius and the ulna here, сближаем лучевую и локтевую кости. and we'll see if it changes strength. И посмотрим, изменится ли сила пальцев. And that's much stronger. Пальцы стали намного сильнее. That doesn't mean that's the only place she has a problem. Это не значит, что проблем с нервами нет больше ни на каком другом участке. There was no change in strength when we did the carpal Но bones, во всяком случае, когда мы сближали кости запястья, сила мышц пальцев не изменилась. but there was here. Но меняется, когда мы сближаем лучевую и локтевую в области локтевого So сустава. if you had that weak, have the person take and squeeze То and есть, approximate понимаете, the да, если radial в head. области лучевого запястья вы ничего не получили, попросите пациента свободной рукой сжать, ну, приблизить друг к другу локтевую и лучевую кость. И снова протестируйте пальцы. No change. Ничего не поменялось. Okay. Now, we'll stay with this muscle. Давайте пока от этих мышц не будем уходить. I'm going to raise the pectoralis minor off of the brachial plexus. Приподнимаем малую грудную мышцу от плечевого сплетения I gain strength here. и получаю силу пальцев. So I know that I have a shortening of the pectoralis minor putting pressure on the То есть brachial можно с plexus. уверенностью говорить, что малая грудная мышца укорочена и таким образом создает давление на нервный пучок. That happens when this is shortened. То есть как только мышца укорачивается, она производит такой эффект. Now, relax. Расслабьте голову. Now, we could have the Scalene's, anterior Scalene syndrome, Может быть синдром лестничных мышц. putting pressure on it.
So we want to relax the scalenes Нам лестничные требуется расслабить and see if it makes a difference. и посмотреть, изменится что-нибудь или нет. Сопротивляйтесь пальцем. No change. Нет, ничего не поменялось. Now, we'll straighten the cervical spine. Давайте немножко выпрямим шейный отдел позвоночника. Stay like that. Замрите в этой позе. Hold. Держите. And I have change in strength. И сила изменилась. So here we have 1, Итак, раз, 2, два, 3 areas 3 участка, that need to be addressed and с которыми treated надо работать, надо лечить для того, чтобы сила пальцев восстановилась. in order to change her arm problem. Чтобы вообще полностью поменять картину проблемы с рукой. So he has the problem here. Здесь тоже мы нашли проблему. Weak, Мышцы слабые, strong. сильные. Straighten the cervical Выпрямили spine. шею. He has 2. Здесь 2 проблемы. Many times you will find that a patient with any kind of nerve problem in the arm has 2, 3, 4, sometimes 5 areas that you have to treat. До 5 участков порой обнаруживаешь у пациента с неврологической симптоматикой верхней конечности, которые требуют лечения. Great. Now, let's Somewhere. okay. Садитесь, пожалуйста. Why would the pectoralis minor become short? Почему укорачивается малая грудная? Потому что слабо вращение. Почему укорачивается малая грудная, господа? Ромбовидная мышца слабая. Because rhomboids are weak. А слабо Because the вращение. rhomboids, latissimus dorsi, mid and lower traps are weak. Знаешь, ромбовидные, широчайшие мышцы спины слабеют, и поэтому малая грудная берет игру в свои руки. Господа, те, кто сзади стоит, у вас там ведь есть стулья, правда? Значит, стулья можно освободить для тех, кто заходит и садится спереди. Пожалуйста, поднимите стулья все. Вам же стулья не нужны, верно? Back. Назад рукой сопротивляйтесь. Каждый раз, когда он показывает, сопротивляйтесь рукой. Стулья подайте, пожалуйста. Push back. Назад рукой сопротивляйтесь. На последнем эти стулья, которые стоят за нами. We are saying those who stand in the back, they can give their chairs for those who want to sit in the front. Мы господина Лифа полечили, а он бы дома ничего не стал сам для себя делать. Сколько бы продлился эффект от лечения? We go back to his shoulder. Но мы к вашему плечу возвращаемся. He needs to take and loosen that tendon of the long head of the bicep On his own. on his own every day Вы for теперь сами, каждый день, usually 2 weeks. примерно 2 недели, должны делать то же самое со спайками сухожилий, что делал для вас Дэвид. I give him a weight around 1 kilogram, maybe 2. Ну, может быть, с 1-2 килограммами дал бы тренировку вам He еще. swings it like this То есть вот afterwards. так раскачивать. That loosens this. Тоже произойдет освобождение от спаек. He will be massaging his serratus and his subclavius Массировать самостоятельно подключичную и For 10 days. рубчатую 10 дней. in a doorway. He will be doing А isometrics потом в per дверном shoulder. проеме делать изометрические упражнения, как вы здесь делали на кушетке. And he's told not to sleep on that shoulder. И более того, не спать на этом боку, то есть на правом боку. Now, if he does that, it improves 80-90%. И если будете слушаться, то на 80-90% вам будет лучше. The next step would be to see if there's any weakness in the rotator cuff in А в order to следующий раз я treat. бы, конечно, еще пригласила посмотреть, в каком состоянии, допустим, манжеты ротаторов. То есть чем еще надо было бы заниматься. Now, okay. Somebody else. Ну тогда следующий. What's your problem? На что жалуетесь? Слабеет левая рука. The left arm gets weaker. Сила падает. So Правой не было. losing muscle power. No trauma. Losing all the time or just part of the time? Постоянно или иногда? Ну, практически постоянно. Almost То есть constantly. вот 90 градусов поднимается, а дальше уже So 90-degree abduction and then it's more difficult. Okay. ограничение объема движения. But there's no restriction in the range. And no stress or trauma at all. How long has it been there? Как давно жалуетесь на эту проблему? Недели 3. For about 3 weeks. И травмы никакой не было.
No trauma. Must be, Нет, что-то было. must be snip, right? Из-за снега у вас, наверное, все. Okay. Садитесь, пожалуйста. Push up. Сопротивляйтесь. No. Up. Вверх локтем. Okay, so the deltoid works. Дельтовидный работает. It's not a problem with the deltoid. С дельтовидной никаких проблем нет. Push up. Проблема в левой руке. The problem is in the left one. Oh, okay. That's good. Ну уже хорошо, что не коробка. Okay, so the first thing I notice here, the left shoulder is forward of the right shoulder. Значит, левое плечо у вас дальше выдвинуто кпереди, чем правое. And so whenever you see this, the first thing you want to suspect is that there's a problem with pectoralis minor being short. Значит, прежде всего подозреваем сразу, что укорочена малая грудная. Push up. Сопротивляйтесь этой рукой. Wait. Push Слабая, back. назад. Okay, so part of the deltoid works. Часть дельтовидной работает. The anterior deltoid works. Работает передняя порция. If it was a problem with the nerve, then all of the deltoid Если would была бы be. проблема иннервации, то вся мышца не работала бы. So to me, that rules out a nerve problem as far as the То есть вот deltoid. таким образом мы фактически исключаем проблему нерва. Now, По as крайней with мере, с точки зрения работы дельтовидной. the first person, Ну и как в первом случае, I'm going to approximate, сближаем ключично-акромиальное сочленение структуры. so I can go like this, or I can just take him. Или так, или так. I'm coming under the acromion process, and I'm just going to squeeze and То lift есть those фактически together. сзади цепляюсь под акромионом и сближаю ключицу с акромиальным отростком. Push back. And she has strength. И сила появилась сразу. Проблема связки, да? So this is the ligament problem, That's right? that ligament problem. Да, это проблема связки. Well, the problem is it just the ligament problem? Но возникает другой вопрос. Только связки это проблема. Push down. Вниз рукой. But she has no tricep. Push down. Трицепса у вас тоже нет. Okay. Hold. На себя кисть. No strength. И тут силы нет. Squeeze. No strength. И тут Push down. вниз. Strong. Сильная. Push down. Вниз. Wait. So she has two problems so far. Пока две проблемы выявили. She has the same thing. Все то же самое. She'll have a shortening of the pectoralis minor. Значит, укорочение малой грудной. Now we go back to the scapula itself. Теперь давайте к самой лопатке. Now, stand up. Встаньте, пожалуйста. Turn around. Поворачивайтесь. Here's the inferior angle of the scapula. Вот нижний угол лопатки. And when she raises her arm, Когда она поднимает руку, it only moves that much. вот на столечко смещается угол. So, there's the inferior angle. Вот он угол. Now it's over here. Вот где угол лопатки. So when you feel the inferior angle of the scapula move so much, you know that the serratus has been damaged. То есть, когда видишь такой объем движения лопатки, понятно, что была повреждена, ну или поражена передняя зубчатая мышца. And very seldom is it a damage to the long thoracic nerve. Крайне редко длинный грудной нерв страдает. We have weakness of the muscle, Есть слабость мышцы. and we should have Already painful. orally painful. Ой, уже больно. Больно везде. Everywhere hurts. Очень, очень. Very much. Ау. It doesn't hurt my fingers. Не знаю, мне пальцем вообще не больно. Okay. Push. Up. Вверх рукой. Okay. Pull in. К голове. Oh. Больно. Painful. Too bad. Жаль. Pull in. К голове. And as you saw before, И как Pull back. вы уже видели раньше, назад локтем. pull back. Назад.
Back. Forward. Вперед, Back. назад, Forward. вперед, Back. назад. Now I take her to a doorway and make her do it against the То wall. есть то же самое она может делать дома в дверном проеме. Okay. Now, depending upon the person, if they have a bad problem, Ну и в зависимости от степени выраженности проблемы, от конкретного случая. see, how do you do this if you have somebody with a frozen shoulder? Ну, допустим, у пациента замороженное плечо. Что с ним делать? So I'm going to go on pec minor. Малая грудная. Okay. Now, two common muscles that are involved: Значит, как правило, две мышцы страдают. latissimus Широчайшая and the rhomboid. и ромбовидная. The latissimus would suppress the shoulder and bring it back, Значит, широчайшая опускает плечо и отводит его назад. and that still hurts. По-прежнему больно. So I'll do what the rhomboid would do. То есть, а сейчас выполняю движение искусственное, которое свойственно ромбовидной No мышце. pain. И боли нет. So I know the rhomboid has been damaged. Значит, точно знаю, что есть проблема с ромбовидной. Push back. Назад локтем. And the rhomboid is weak. Мышцы слабые. Push back. Назад. Stronger on that side. Справа сильнее. So now you're dealing with a rhomboid. То есть теперь мы сталкиваемся с проблемой ромбовидных мышц. Now, common problem. Распространенная проблема. Thunder? Чувствительно? Да. Da. Take a deep breath. Глубокий вдох, Out. выдох. Hold. Вдох. Hold. Is that the rib needs to be corrected. Ребра надо ставить на место. Now I can have her do that with a towel around her. I show Можно her how было to бы do то же that. самое, что я сейчас показывал, ограничивая подвижность ребер, делать самой пациентке с полотенцем. Now, relax. Расслабьте руку. Pectoralis minor. Малая грудная. You want to either have the patient massage or stretch the muscle. Либо пациент сам массирует или растягивает мышцу. Либо вы делаете это сами. I'm just shortening the muscle. Я I'm просто taking a сначала contact on the muscle in a shortened укорачиваю position, мышцу, ставлю в укороченном состоянии пальцы другой руки на мышцу, and then I stretch the и потом muscle. ее растягиваю. Hold. Держите. Push down. Okay. Now she'll still have to exercise Но the тренироваться rhomboid. все равно надо, ромбовидную укреплять надо. I will have her То есть я бы в этом случае massage the muscle рекомендовал пациентке делать массаж мышц at home for the next 2 weeks. дома следующие 2 недели. Exercise this to pull this back. Тренировать ромбовидные мышцы, чтобы плечи вернулись назад. Put a towel around her and pull to help reposition the rib. Дальше оборачиваете полотенцем вокруг себя, и на вдохе туго удерживаете, чтобы поставить ребро на место. She also gets a handout to massage here, here, and do the isometric in the door for the shoulder. Изометрические упражнения для плеча в дверном проеме и массировать те места, которые были показаны. Okay? Пожалуйста. Take deep dog. В этом случае необходимо дома еще стабилизация? Will you recommend stabilization of AC joints at home? Every 2 hours all day. No, strapping it or whatever, just to Um, bring things together. Depends upon the sensitivity of the skin. Но это уже только в зависимости от чувствительности кожи. Even with the kinesiotape, some people break out in a rash. So, if Знаете, it's, даже кинезиотейпирование должно быть сделано с умом, с учетом индивидуальных возможностей пациента. if you want them to tape it at home themselves, I take a tongue depressor and I put it on the end of the tape. I let it hang down over the scapula. Ну, фактически, если хотите дома рекомендовать пациенту как стабилизировать сустав, Have я them put their, рекомендую взять шпатель, ну или как палочку от they скибу, put their shoulder against, they put their scapula against the wall. приклеить тейп, ну, чтобы можно было закинуть за спину, чтобы удобно было самому это делать. Take their feet out about this far so their body weight is pushing the scapula anterior.
and pull the tape on. Значит, немножко отступить от стены, чтобы тейп потянул кожу на уровне лопатки вниз, и потом быстренько закрепить ленту. And that way they can tape it themselves. То есть фактически пациент может вот при таком изощренном телодвижении тейпироваться самостоятельно. I give them the tongue depressor Но обязательно даю этот шпатель, because one woman did it with a spoon, потому что одна женщина решила, что она может вместо него ложку использовать. went off to work with the spoon hanging down her back. Ну и потом пришла с ложкой, висящей на спине. And with the door. Okay. So cramped. This problem here is very, very common. А потом, знаете, вот эта проблема с плечом очень-очень распространена. При неполном разрыве надостной мышцы, чем это компенсирует? So what will compensate for the partial tear of the supraspinatus? For a partial tear on the supraspinatus. Well, if it's a partial, how bad is the partial tear? Ну, в какой степени частичный надрыв? 50%, 80%? 50%, 80%, 50%. 50%. Средний головка. Средняя головка надостной мышцы? Ой, да. Там Средние волокна. Средние волокна, да. So, mid portion of the muscle. You could build the strength back up. Можно вернуть силу мышцы. If you're going to be able to build the strength back up into it, you're going to have to very carefully work the muscle through its range of Просто motion. осторожно, постепенно, и прорабатывая мышцу в полном объеме. You just want to first make sure that the rest of the rotator cuff muscles are working Просто надо properly, убедиться, что вся остальная манжета работает. and especially that long head of the bicep. Особенно длинная головка бицепса. But in that case, you should be able to rebuild the strength back into that without a problem. Но на самом деле без проблем при 50% надрыве мышца восстанавливается. But again, supraspinatus by itself, you have an injury to either posterior deltoid, mid-deltoid, А something потом, else. ну что такое сама надостная мышца? Обязательно средняя, задняя порция дельтовидной будут повреждены, еще что-нибудь. Or possibly coracobrachialis. Или коракобрахиалис криоплечевая отчасти. It's very difficult to just damage the supraspinatus Очень сложно here. повредить только надостную мышцу. Out here, yes. Слушаю вас. Сегодня уже прозвучало о трудностях диагностики при замороженном плече. Мы зачастую, большинство сталкиваемся именно когда плечо пациент не может поднять. Вот в данном случае, как мы можем протестировать, с чего нам начать, какие чаще вылетают? То есть стадии замороженности. Да, когда ограничение идет и флексии, и экстензии. If it's a frozen stage, Mm. what would you use when almost nothing is available for muscle testing? What would you use? How would you test the frozen shoulder? With your hands. Руками. You palpate for what you think you're going to Пальпаторно. find. I've never seen one that was totally frozen. There was always some degree Я of не видел motion. ни одного плеча 100% замороженного. Всегда определенный объем движения сохранен. The first thing I would try to establish is flexion extension. То есть сначала я пытался его восстанавливать сгибание-разгибание. Now, then you get a little bit of abduction. Потом чуть-чуть отведение. Now, sit down. Let's say that's all you have. Ну, допустим. I'm going to grab onto the joint capsule. Больше не отвести руку. Я буквально положил бы пальцы на капсулу сустава, I'm going to have him move it just a little bit here. заставил бы чуть-чуть вот такие движения делать. Now, I say to him, this is like a wrench wrapped around the joint. И действительно плотно взял бы сустав, как в тиски. As you come up, Поднимайте руку. I go the opposite way. И руками совершаю противодвижение по сравнению с тем, что делает пациент рукой. And what I start to do is to loosen the joint capsule where То есть it's таким here. образом освобождаю капсулу сустава, делаю ее более подвижной. Now, I'm happy with 10 to 15 degrees in both directions each time I do that. 10-15 градусов
достигнутого результата каждый раз меня бы совершенно удовлетворили. But the first thing is to get some flexion extension. То есть прежде всего важно добиться флексии экстензии. Push out, Наружу перед локтем, pull in, к себе. loosen the deltoid, Освобождаем дельту. push out, Наружу, pull in, внутрь. get a little bit of abduction that way, and then start working the Добиваемся joint отведения capsule. вот таким образом. То есть постепенно работая с капсулой. Значит, вопрос в следующем. Если оторвана длинная головка бицепса, может ли ее что-то заменить, что делать? Доктор говорит, в таких случаях мы все надеемся, что пациент вовремя попадает на операционный стол. Ему пришивают мышцы. There is a downward pressure applied by the subscapularis also. Значит, потом помните, что подлопаточная мышца должна создавать вектор тяги вниз. So, when you raise the arm up, the deltoid is contracting. Поднимаете руку, отводите руку, сокращается дельтовидная мышца. There's also a downward force from the subscapularis that has to help hold the humeral Но head еще down. подлопаточная мышца должна действовать снизу для того, чтобы не давать головке плеча подниматься, чтобы она оставалась опущенной. Now, without hitting each other, go Только like чтобы не this. ударить друг друга, сделайте все вот так. Or keep your elbows in, raise your arm, Поднимайте руки, let it down, опускайте. raise again, Поднимаем, еще раз все поднимаем. Уже кого-то должен выбрать из вас. and the other one. А другой рукой? Что с другой рукой? Oh, that's because you're close. Come here, Идите сюда, потому что вы ближе всех. sit down. Садитесь, пожалуйста. Watch. Смотрите. Here, this rises as a unit here. Видите, единым целым поднимается все плечо. If I do passive, I get to here. Видите, пассивно вот докуда могу поднять. Now, push down, Ему в руку. push up, no, push up, push down. Now I just contract the deltoid, which raises the arm. Push up, То есть сократили and push дельтовидную. down. Subscapularis should stay functioning, and it doesn't. Подлопаточная должна остаться функциональной, даже после напряжения дельтовидной, а она теряет функцию. Many times you have a problem where muscles do not coordinate function То есть properly. зачастую проблемы связаны с тем, что мышечная функция становится некоординированной. Move over this way. Now, grab. Держитесь крепко за край кушетки. I'm just going to traction the arm. Просто создаем тракцию. And I have a machine in the office. I don't hit my patients. Ну, конечно, я просто сам-то не калачу по пациенту, у меня есть специальный прибор дома. Now I percuss over the deltoid. То есть создаю перкуссию в области дельтовидной Да. мышцы. Raise. Поднимайте. Now she has better motion. Вот движение стало лучше. Many times the deltoid heals short and jams the joint, and you То есть- don't get normal function То from есть it. очень часто дельтовидная укорачивается, сокращается, сжимает структуру сустава и не дает руке нормально функционировать. So in her case, it's a question of getting the deltoid back to its normal length, То есть в вашем случае нужно просто восстановить нормальную длину дельтовидной мышцы. which she can do by swinging a light weight. She can Вы percuss сами it. можете это делать, просто раскачивать рукой, поколачивать по мышце. She can grab the door frame and lean away from it. Можете просто повиснуть на дверном проеме, на косяке и весом тела вытягиваться. But that's a problem with just getting the deltoid to its normal length instead of То being есть too просто short. нужно восстановить нормальную длину дельтовидной мышцы, которая укоротилась. But what I saw was this, when she raised her arm up to here, Потому что иначе я увидела, что она She couldn't поднимала плечо вместе с лопаткой и со всем вместе.